просто типа хуяк и перешел. Ну, нет. Там кнопка, по-моему, воспроизвести. Да, воспроизвести. То есть я даже хуйню нарисовал, просто от нихуя. Я думал, что это дохуя Короче, начал играть песни «Воспоминания о былой любви», блядь, и я не мог вспомнить текст правильно, и мне пришлось хуйню типа найти. Я ее нашел, переслушал, и дальше думаю, так, ладно, накидываю, короче, плейлист Киша, прослушал плейлист Киша, и дальше его на репит и съебался, по-моему, не помню куда, на весь день, блядь, вернулся вечером.
А соседка это, без передних зубов, типа, с такими... А может они и приходили, но меня-то не было, как бы, похуй. Ну, это, кстати, самый нормальный вариант, блядь. Не, ну ты Там уже докажи, знаешь, что- когда человек говорит, что типа вы типа шумите и все такое, ты можешь ему просто ответить: ребята, если я шумлю, то вы типа не в курсе, как Ну люди да, шумят. да. Потому что я могу чисто формально. формально в 8 утра врубать, в 11 вечера вырубать, но от и до вы прям там Будильник ты поставить, блядь, на компе, чтоб, типа, а просто там будете не жить. вешаться, блядь. Да. Просто а меня дома-то не будет, мне похуй. Это как виброколонки специально для этой хуйни. Да, да. Просто к полу ее так хорошо присасываешь, блядь. Не надо вот этой всей хуйни там с кастрюлями, знаешь, к потолку. Я только хотел сказать про кастрюлю. Она, блядь, именно низами туда въебет так, что соседи просто захотят вскрыться, блядь. Вдоль причем. Всем здравствуйте. Ладно, да. Доброго часу ночи. І все такое. Сидимо, пиздимо. Купили собі табуретки і сидимо, пиздимо на них, блядь. Блядь, я ж... А, ну да, я ж не от дома. Надо было вам табуретки привезти. Чтоб сидеть, пиздить на них. Ну да. Не, ну чё, я зря, ну, типа, они у меня лишние. Я даже был, когда недавно пролил на свой стул колу, пока переставлял вот эту всю штуку на столе, я, прикинь, локтем зацепил стакан, в котором там чуть-чуть было пепси. Ну. И он душевно расплескался по всему креслу. Я кресло типа почистил, помыл, но оно же влажное, пошел, у меня 2 стула еще есть. То есть. У меня есть 2 стула. И представьте смотри. себе. А у тебя чата здесь и нет, и не было, и не будет, да? О, вот она загогулина с опозданием. А походу... Где? Так, Смотри. раз, два. И что надо перезагружать? Обычно помогает, когда я делаю вот здесь вот. Подожди, так отстает вот эта штука. Да. Отключить, блядь, оно отключено. Не, это хуйня отстает. То есть это, по идее, ее надо А, ну, да, передернуть, но оно и даже там рефрешнуть, не? Ух, бля. Тогда Смотри, ОБС, нет? Не-не, знаете, тогда я знаю, что. Ну, я типа Да. зря, ну ладно. Не, нихуя не зря, потому что иначе никак. Сейчас будет после перезапуска Смотри. нормально. Смотри. Так ты мог просто перезапуск сделать. Не, отстает. Чё? Это ОБС надо перезапускать. Да, блин. Хуистика, блядь. Что за хуйня? Почему она не перетягивается? У меня она перетягивается вот сюда. Вот. Ну, что за шляпа? Поэтому отвечаю на твой вопрос, она у меня отдельным окном. Охуенно. Вот, и без этой камеры, без дополнительной, видишь, только так, ну, все нормально. Может, тут надо найти точку, куда это говно. Хз. Так, тащим сцену сверху. О, кстати, можно вот так вот, места достаточно. Источники вверх. Там Бля, даже чтобы сколько- источники со сценами были рядышком. Ну, можно рядышком. Я просто не понимаю, почему вот эта шляпа. Даже примерно не понимаю. Почему она не хочет перекатываться? На док панель. А, вот, док панель. Как ты заебешь мертвого? Что с мышкой? Во! Бля, ну. Ух ты, а можно еще и в 2 ряда, прикинь. Ну смотри. О, гля, оно и даже так можно. Ебать, тарантеть, ну да, кстати. Прикольно. То есть, по сути дела, мы можем сцену закинуть вот сюда. Во, вот так. И между ними вот такую елду сделать. Да.
А микшер сюда закинуть и всё. Единственное, только наоборот, ну, чтобы типа сцены были выше источников. А, хуйня вопрос, как бы. И, ну, просто здесь реально из-за того, что 16 к 9 свободное Да, пространство. по бокам есть И такое. типа вообще никаких проблем, даже вот это говно сюда можно перекидывать. И глянь, задержка кодирования. Опять. Так, надо сейчас какая-то уже залупа. Причем просто не перегружен. Мы можем констатировать, блять, какую-нибудь другую хуйню. Растворитель. Да. Не, это именно так грунт воняет ГВшный. Серьезно? Да. Ну, мы вас таки закрепили. На панели. Ля какой, а? И чё с тобой, сука? Потому что, наверное, а ну, сцена 2, зайди на сцену 2. И мы, получается, вот это еще переконали. Да. Он, походу, не вывозит две вебки или что? Ты это хочешь сказать? Ну, тогда одну из них надо ставить, наверное, у меня сейчас все равно в 1080. 720? Да. Ну, в этом случае обе можно ставить 720. Да. По той причине, что они, блядь, в углу. Падла. Я вот так делаю. Угу. Так, 2720, да, ну. Скотство, конечно. Так, эту сделал. А эту надо добавлять или она есть где-то? Какую? Вторую. Не, добавлять. Так, тогда мы эту ушатываем отсюда. Из второй сцены. И добавляем. Это ты глянь, падла, а? Я закрыл эту самую и все накрылось. А надо, видимо, ее здесь перезапустить еще будет. Да, вот у нас захват видео. Вот. Там еще есть какое-то устройство захвата видео. Так, это не она, да? Вторая, вот. Ладно. Настройка видео, хуидео, Пользователь. Мусорный пакет так нормально палится в уголочке. В каком вот этом? Да. Так было. Да. А теперь да, во. Так. Перфектум. Ну вот. Правда, блять, кадров Видишь? нахуй до жопы пропущенных. Мы сейчас посмотрим, есть ли еще. Но пока нету. Не, вот сейчас, если оно сразу пиздует нормально, то нормально будет. А бывает такое, Геморрой, конечно. Что вот это? Это музыка, да? Да. Да, у меня вроде бы меньше всякой... Точнее, у меня больше всякой хуйни, но как-то все просто что со звуком упорядочено относительно. Потому что у меня музыка отдельно, Ну. собеседники отдельно. А у тебя вебок больше, получается. Интересней. Ну, кстати, вторая C920. Ну, Pro не надо вот это все. Тоже в виш-листе, в принципе. Но не обязательно, потому что... Не О. настолько дохуя я стримлю сейчас.
Мне побольше времени. Я думаю, может имеет смысл стримить то, как я всякую хуйню делаю. Так я тебе говорил это давно уже, что типа что-то не... А там просто выкладываешь место хотя бы. надо до жопы. Потому что я обычно как, типа, раскатываешь надо, чтоб- 4-метровую какую-то хуйню, Ну, на ней вырезаешь, блядь, сидишь. То есть на полу это делается. ну да, это надо какую-то широкоугольную эту. Да даже не широкоугольно, высоко ставить. Ну, опять же, у меня есть возможности. Просто это не знаю, уверен ли... Не знаю, интересно ли это кому-то. Да, мне кажется, я делаю что- фото этапов, но только, типа, итогов. Мгм. Ну, я, в принципе, могу делать фото, то есть то, что я тебе скидываю, это же черновик турианской брони. Ну-ну. Я могу делать оригиналы фотки или видео. Мне кажется, тут надо, знаешь, исходить, вот хоть все всегда Просто это ищем... нихуя не актуально, потому что Mass Effect, блядь, 3 нахуй 2009 Ну, блядь, все равно... года. Это смотря с чем сравнивать. То есть Ему не нахуй актуально... 10 лет. Миньки... Покрас Миник тоже, типа, в сравнении Ну да, с, там, да. блядь, не знаю, Ну, новыми чипсами тоже нихуя не Просто актуален. если, например, что там нового вышло, Death Stranding, если я буду по этой хуйне что-то делать, просмотров будет просто до жопы. Вот, мне кажется, в основном, что надо отталкиваться от того, находишь ли ты в себе сам интерес. Ну да. Потому что если так уж, типа, знаешь, ну, Да. чтоб мы, блядь... Ну, если... я за это взялся, ну, я типа люблю эту серию, но я так давно в ней играл, что я почти ничего не помню. То есть сейчас вот Женя в нее продолжает играть, и типа, ну как продолжает, он типа ее купил и играет заново. Ну, то есть ни разу не играл. Ну такой, ну, люди есть, которые такие, бля, ну это какая-то хуйня, и скипают сразу. А у него типа вообще зашло так же, блядь. Ну вот. Он прям там углубился. Это знаешь, все равно, что, смотри, к примеру, тебе бы сказали, чувак, создай канал, только крась на нем не ваху, а, блядь, стендовые модели, там Т-34. И вот только еще и бесплатно и так далее. Ты бы это делал насильно, да хуй там. Ну да. Ну, только Нет, тут это реально значение. действительно, Изначально все равно интерес, а потом уже люди подтянутся. Тут еще такая штука, что я типа иногда... У меня сессионно оно, вот как с покрасом, только иногда это реально там я сижу и просто рисую нахуй 3 часа выкройки в векторке. Ну. И оно бывает 3 часа, бывает 15 минут, я понял какую-то штуку геометрическую, что я объебался, ее надо поменять. И вот иногда это там полчаса, иногда час. А иногда, блядь, я вот помню день, я убил на то, чтобы последний, что типа несколько выкроек ног, блядь, сделать, потому что это реальный заеб. И вот эту штуку, ну, типа, имело смысл снимать реально, потому что все хуевые попытки надо было снимать, и все удачные, ну, точнее, одну удачную. То есть это был бы смысл. Но в чем прикол? У меня хорошее, типа, трехмерное воображение с выкройками. То есть я могу тебе прямо сейчас нарисовать 20-гранник, потому что я не раз это делал. Ну. На бумаге, как его собрать? Ну, просто выкройку, блядь, плоскую. А вот когда тебе надо собрать, типа, вот здесь у тебя получается усеченный конус, Ага. а вот здесь уже сфера. Ага. И ее надо сферу подружить с усеченным конусом. Ну и это И уже... так, чтобы это было одной, сука, деталью. Ну И да. там начинается хуйня с кучей прорезей. И вот они интуитивные. То есть, когда ты хочешь что-то типа закруглить, ты просто вырезаешь нужную типа штуку треугольную. Ну, ты ее можешь делать закругленную, с разным степенем закругления, то есть очень резко, либо очень узко расходящуюся. И там углы для меня до сих пор не интуитивные. То есть я понимаю, где надо разрезать, но на как сильно и на какой угол, это типа реально надо придрачиваться. Ничего себе, кота накрыл. И кота, перейди на фидбэк. Иди на какого-то уебана, да. Помимо меня имеется в виду. Вот поправим колой. Надеюсь. У меня нахуй 5 литров тупо минералки сейчас дома. Со вкусом... Бекона. Нет. О, блядь! Вот это был бы полный пиздец, конечно. Интересно, зашло бы или нет? Не знаю даже. Потому что, не, грейпфрута. То есть там у них, у этой оболонской, типа, без вкуса, потом с лимоном и с грейпфрутом. С лимоном полная хуйня, потому что ее не слышно. А с грейпфрутом ты прям, блядь, чувствуешь такой вкус насыщенный. Но там, кстати, где-то 5 грамм сахара на 100 миллилитров. То есть в 4 раза меньше, чем в Кока-Коле и в Пепси, но ну, чуть больше, чем в 4 раза. То есть там вместо 11 5. До 5, там 4 с чем-то. Сахар там есть. То есть. Даже в обычной... Можно перейти с... Ну, нет, в обычной... нет, в чистой нихуя нет. А в той, что с грейпфрутом или с лимонадом, с лимоном в смысле, там сахар есть. Ну, им не хватало еще, блядь, делать отдельно серию без сахара. Ну да. И так, блядь, довольно странное такое. И так странная хуйня, еще и дешевая достаточно, то есть, как вода.
есть я ее просто, знаешь, вместо... Я чай, блядь, не пил нахуй с прошлой зимы вот так массово, знаешь, заварить их. У меня как, типа, заварник, блядь, и его пьешь, пока, типа, он весь не выйдет. Типа, закидываешь несколько ложек, типа, завариваешь. Но это неправильно, по идее, потому что он не должен питься дольше, чем сутки или двое. Что там накапливается какая-то хуйня. Какая-то кислота, блядь, которая... Ну, типа синильная или да, еще во, что-то. я только хотел тоже сказать. Синильная, Ну, но синильная, не она буду больше в выебываться. семечках всяких яблочных и прочих. Достаточно токсичная хуйня, как типа мое общение. Но в этих... Ну, типа, мне норм, типа, знаешь, там этот Хейлис с маракуйей, блядь, он стоит, во-первых, нормальных денег, во-вторых, он даже 3 дня заваренный, блядь, нормальный. То есть, у меня начинаются проблемы, когда на чае плавает такая пленка. Я такой, так, наверное, надо эту хуйню выкинуть. Или, знаешь, аккуратненько снять ложкой. 2 варианта, блядь. Ну, но когда там, знаешь, уже начинает такая колония, блядь, образовываться мохнатых уебанов, то, типа, то эту хуйню сразу как бы в парашу, просто не глядя. И ёршиком в чайнике еще туда пошерудить. Желательно не тем, что не важно. Потому что эти пидоры закрепляются нормально. Но я очень давно не, типа, чай у меня сейчас именно согреться, а это с прошлой зимы не наступало. Ну что-то сейчас такая зима, что, блядь. Ну да, не очень. Но я понял, что у меня фонят окна жестко эти. 2. Ну, в смысле, пропускают. Мост холода очень сильный есть. Блять, ну, вроде, знаешь, термометр показывает 22 градуса в спальне. Но ощущается нихуя не 22 градуса, мне некомфортно. Я сделал, как это, совершил взрослый поступок, купил, блядь, тапочки. Себе и 2 пары этих тапочек гостевых. Да. Нормально. Потому что везде паркет, если на нем стоять именно от 3 до 6 часов, у тебя просто пятки нахуй отпадают. Во-вторых, ну типа реально зима. Я видел такую штуку несколько лет назад, друга, такой здоровенный нахуй тапок. И в нем много маленьких маленьких В пар эпицентре такие, мы даже покупали, мы в прошлой хате оставили такую ебалку. Это обидно. Ну, не специально оставили, ну, типа, она что-то вообще понты, чувак, там 100 гривен. Ну, да я брал прикинь. Короче, я зашел, не помню куда, где-то по району. А потом, ну типа, ты выходишь такой, не зимой, когда это было, октябрь, ноябрь. Месяц или 2 назад, ты выходишь такой из дома у себя на Минской и такой, блять, где купить тапки домашние? Я пошел в Юск. Красиво жить не запретишь, господа. Да, вот на ваши донаты, на ваши денежки, то, что вы отрываете от семьи, блядь. Просто, типа, ну ебать, ну куда пойти? Ну, типа, у меня был другой вариант, еще какая ебель, типа Юска, ну там дороже все. А я зашел такой, типа, эти тапки по 300, которые такие, знаешь, с задником, короче. Ага, ну-ну. Как ушастые, только без ушей. Думаю, эти я возьму себе. А вот эти по там 70, что ли, типа, 2 пары там разного размера, типа, заберу тоже. Блядям своим, да, блядь? Вот эти, блядь. Жанне и Виолетте, блядь. И Веронике. Виолетте, по-моему. Там еще был... Жанна и Вероника. Да, вот, блядь. Блядь, вот эти девчата. Не буду Ну, короче, но посыл ясен, да. Да. Нормально. Типа, думаю, блядь, да что там я до 3 сотен, типа, втарился нормально. А по сути приходишь, когда... Это знаешь, как в Турции я типа не брал тапки, потому что они типа объемные, думаю, там куплю. Приходишь там $5. Я такой, чё нахуй? Я их по 10 гривен покупал. Какие $5, блядь? Вы за $5 мне еще хуй соснете. Они не соснул, у нас $5. Да, пошел нахуй. Ну ладно. А в это время... Я их, блядь, привез из Турции за $5. Назад место нашлось. Назад место... Ну реально, не, типа... Ну правильно, это правильно, 5 да, баксов. блядь, $5, сука. Не, если бы я их забрал там сколько, за $5, я бы их, блядь, в номере оставил, вообще не вопрос. Я не пиздил полотенца, я не пиздил... Нет, подожди, сейчас. Да, я мыло не пиздил, я не пиздил эти тапочки, ничего не пиздил, ну типа, ну это серьезно, ну, блядь. Ну по цене грязи продается, ну именно вот... Того качества тапки, которые в отеле, да. Оно просто по цене, блядь, то ли... Ну, оно таки должно быть, чтобы им было не жалко, но они же их типа по уму выбрасывают, потом дают новые, а если бы они были дорогие, то их бы, да, сука, была, жаба обдавила, и они бы их оставляли. Капитализм, им же надо издержки сокращать. Ну да. Я когда, типа, у них пришел на 2-й день или на 3-й, ну, я заебался купаться, типа, там... Я соблюдал правила и не выносил полотенце, типа, из номера. Не занимал им этот? А, я понял.
А их можно либо свои, либо у них арендовать за доллар. Да, Просто да. за доллар. Не в день, а просто за, там, за $2. А Ну, потом вернуть, потом тебе $2 вернуть, да. вернутся. Типа, просто это залог. Я на второй день такой, ну, типа, знаешь, на солнце обычно быстро высыхаешь, типа, нет проблем. Но думаю, блядь, схожу спрошу, ну, что мне стоит? $2, ну, что такое $2? Тем более, что, ну, там, если я его проебу, я заплачу $2. Да. Найди полотенце за полтос. Я в Тунисе даже проебал, блядь, за 8 динар, это $4. Ну, тем более. Но потом нашел, там добрые люди нашли. Я с пьяну, блядь, где-то оставил на этом, Ну блядь. вот. И, короче, я подхожу, говорю, вот ваши грязные 2 зеленые бумажки, короче. Они такие, а у нас нет, блядь, полотенец на выдачу. Я такой, в смысле, нахуй? Ну, конец сезона, типа. Уже все попиздили ваши Она русские, объясняет, ну, конец блядь, да. сезона, поэтому их нет. И Может, я это- думаю, ну их либо все спиздили, либо Ну. все, знаешь, масса, там, приехал КамАЗ, и их все разом загрузили в стирку. И сожгли, ну, либо да, Или вывезли сожгли, на да. свалку. Ну, типа, ёб твою мать, серьезно, вот их просто вот буквально, ну, знаешь, типа, есть пул, который сейчас арендован, они не могут них выдать, потому что их у них нет. И, походу, пул, который спиздили просто. Вот дегенераты всякие, реально. Да, я просто думаю, что намного больше людей, чем... Они ходят в глаза, улыбаются, руки жмут, а потом пиздят тапки, блядь, в этом, в отеле, Ну, да, блядь. да, да, в таком духе. Ну, типа, серьезно, ну, блядь, ну... Я ли, ну, скажем так, полотенца в отеле, именно которые номерные, они неплохие. Но я себе не покупал полотенец в жизни. То есть мне либо дарили, Мгм. либо отдавали родители. То есть когда там уезжаешь в общагу, вот тебе вот эти 2 полотенца, и они Ну у да. тебя нахуй 7 лет. Пока, знаешь, вот были они пушистые, 2 сантиметра, а стали, блядь, Ну да. походу. У меня такое до сих пор на лесном висит, оно, блядь, просто лысое, блядь. Оно было пушистое, оно нахуй лысое. Как я, Ну вот, блядь. конечно, Оно постарело со мной, полысело со мной, как бы. женская Щас часть мне человечества, после конечно, переезда- побольше заморачивается. Да, У нас полотенца появляются периодически, но, блядь... Ну да, они типа по остаточному принципу. Ну вот мне сейчас после переезда, типа, этот, на новоселье, типа, три этих подарили здоровенных. Блять, ну и чё, мне они теперь просто на дохуя. Ну да. То есть я их Блядь. меняю, я их даже меняю. Ну знаешь, ты же знаешь, типа, ну типа, зачем на меня? Ты что, не мужик, не меняй. Пока оно не стоит, короче, вот так вот, ты знаешь, ты его типа снимаешь с этой хуйни. Это был камин-аут именно от Ставишь, Николая. да. Меняет полотенце, блядь. Ставишь такой, типа, и оно стоит, блядь, полностью в такой хуйне, типа шпиль, блядь. Посмотреть на шпили можно, как эти ребята из ФСБ. Да, двое, эти Да, двое. это ебанатов. Наверное, их уже убили, блядь, давно и закопали в лесу. После интервью Симоняна их никто не видел. Так, надо взять. Я эту хуйню даже теперь меняю, потому что ну, мне их дохуя. Ну да, но когда есть запасные, то думаешь, штуки. Ну да. О, где же палитра, где же палитра? Да вот же. Да, она же разобранная. А сама палитра открывается. Все, нахуй. Ну, блядь, да. Красный подходит. Хоть... Да это реально западло. Когда ты понимаешь, что надо пойти и принести, блядь, палитру. Мне просто надо постоянно брать в этом. В холодильнике. Мне так ломает, там, знаешь, там типа надо покрасить 4 базы и еще какую-то хуйню чисто там номинально. И ты понимаешь, что ну, она вроде как и не нужна. А потом ты замечаешь, что у тебя 6 непокрашенных печатей чисто. Ну да, в жизни каждого мужчины наступает момент, когда нужно встать Под мышкой. и сходить за палитрой, блядь. Так вот и живем, блядь, от ожидания палитры к ожиданию палитры. Антон Редченко, да ладно, стандартная тема с полотенцами, 2 штуки. Сука, нормально, классику вспомнил. Да-да, добрый вечер, здравствуйте вам. Да, мои жо, блядь. Тут Антон вспомнил классику, которую тогда рассказывал. Стандартная, типа, ситуация Надо же с, кто-то смотрит. с полотенцами, типа. А, для МЖ, да, ну да. Для морды. Да. Дорогой, М это же для... ЖЖ это же для женщин. Ну,
Ну, типа того, да. Но М это для морды. Проведя нехитрую эту. Да, ну лучше не отвечать в таком случае, если честно. Мне так кажется. Причем их два, и буквально, да, добрый вечер, типа, и ты не просто их не стираешь, а ты просто, типа, как... Меняешь, типа, одна Да. неделя. Потому что, да, ты, типа, чаще умываешься, знаешь, типа, хотя я не уверен насчет этого. Ну, тут надо подвести статистику, но не важно. Не надо. Не будем об этом. Я сейчас хотел, типа, пошутить про то, что я перешел на новый уровень, как, типа, с полотенцами, на новый уровень, как с носками. То есть, я, типа, покупаю сразу штук 5 пар, Да, и и потом на каком-то этапе я их нахуй выкидываю. Вместо стирки, блядь. Ну, Когда нахожу у них обе дырки, такой, так, не, ну это пиздос какой-то. ну, я иногда даже выкидываю, когда, типа, понимаешь. Ну что, я раньше там что-то зашивал, блядь, еще что-то. А потом такой, да ебаный рот этого казино, что они стоят, блядь? И нахуй с тупичка, как бы. Я уже когда добился успеха. Да. Тут кто попало, тут надо стримить круглые сутки, чтобы на носки заработать, чтобы ваши Ну да. донаты обеспечили, блядь. Эх. Так, головы забрал, по-моему, Антон. Мы тогда с ним то ли виделись, то ли что. Головы. А, он приезжал сюда, так Ну что да. виделись. Альцгеймер, как бы. Меня не то что преследует, а типа я от него не отхожу далеко, потому что потеряюсь. И забуду где я. Ладно, блядь. иди погуляй, только далеко не уходи. Во дворе, чтобы я тебя видел. Да. 6 звеньев в цепи, не больше. Да, блядь. Блять, я вчера такую дебиль посмотрел. Че, я про цепь вспомнил? Форсаж. Спин-офф Форсажа со Стэтхэмом и Ни одной с части. Дуэйном Джонсоном. Ни одной части не видел. И даже первую, да, не видел? Нет. Но с одной стороны, ты счастливый человек, все на потому что дрочь все на первую и вторую Форсаж. С другой стороны, похуй на Форсаж, потому что там от Форсажа как бы ничего нет. Так это ж первая часть, что нет. В Нет. первой части нет ничего. В первой, да, я про то, что я смотрел вчера. Я А. просто хотел посмотреть, как они рафлят с Стэтхэм, с этим, со здоровым этим бивнем, блядь, двухметровым. Одна сторона блядь, это он шарит. Когда сторона ножом полотенца грязная, просто переворачивай. Так это ж 4 раза можно. Ну да, в том-то и тема, как бы. Ты его перевернул, и у него еще две стороны, Да. как бы. Как у медали, ей-богу. Ну, да. Все правильно. Все правильно сказал. По делу. Так, все, нормально. Бля. Надо бы еще На 10 сантиметров увеличить. фокуса А бы чем ты добить. его? Тоже коричневый? Да, ну этим, телесным. В этом писечка главное, что типа чуть-чуть высветлив, а потом телесным заебошить. Скинбро... Жилимон флэш. Жилимон флэш. Ну, хуй знает. Может быть. А это я на самом деле проверяю. Мне просто... Ну, это я походу странно, проверяю потому что действия этих, потому что его даже видно не будет у них под жопами. ну вот этот светлый, да, ну видно действительно не У будет. них под жопами. Я про то, что это- сами эти хорошие уважаемые наездники, они будут серо-синего. Ну да. Эта штука получается и красно-коричневого, а та получается коричнево, блядь, телесно. Ну, я здесь Но из-за... она, по идее, темнее, чем волк, поэтому нормас. Ну, еще из-за того, что я до конца не понимаю примерно, какой контраст как действует, я в каких-то параллельных проточных местах такая максимально тестирую, типа, чтоб это. Я тоже так Вот сейчас тут, допустим, делаю. будет Ну, в принципе, светловато, блядь, но, вот именно какие-то вещи, там, типа, вот, красные, блядь, с этими, с глазами вообще тема. Заливаешь, блядь, Ну, потом- белым, заливаешь нужным контрастом. Да. Все, пизда. Потом Мы просто приехали. глянцем ебануть, если надо, чтобы блестели. Так они и так блестят на контрасте обычно. Так, это Дред или Волчья кавалерия? Волчья кавалерия. Это волчья кавалерия. Там же написано на названии стрима. Волки позорные. Да, в каком-то смысле. На самом деле это он написал, я сейчас не съезжаю ни в коей степени. Да, он не знает этот мем, и это Да, удивительно, и я ему завидую. И я В этом- просто из всех орденов космодесанта, ну именно визуально мне, как человеку, который только рисует, но не заморачивается на бэковые и игровые составляющие, мне волки... Ну, жопа шли. Ну, типа вот, мне волки, оно как-то ближе всего, потому что их, по крайней мере, интереснее рисовать, они хоть разнообразненькие.
Имеет смысл, кстати, Да, перцовый баллончик Да. купить, реально. Жеребенки, блядь. Особенно тем, блядь, некоторым, которые там у нас на 4-м этаже в Гулливере орут, родители их в колясках оставляют. И эти малолетние пидорасы, А сами уебывают, короче, В смотреть Мексику. на магазин игрушек. Да-да. Потому что, ну, мы, допустим, с Тимохой, типа, тоже, знаешь, типа, ходим посмотреть, какие игрушки сейчас, типа, есть. Ну, во-первых, на Нерфы посмотреть, во-вторых, на Hot Wheels и на Лего. И посмотреть, какие сейчас, типа, вообще, в принципе, А знаешь, вы оставляете своего ребенка в коляске? да, с Тимохой, нашего ну, с ним не оставляем. Да, по ряду причин. Потому что, блядь, Ну да, неважно. Я первые две не придумаю, а третью потом, если не, ты скажешь где-то, я к тому, что, значит, вы оправданы. Да. Оправдан, отпустите из зала суда немедленно. И типа это. И вообще технологичность. То есть раньше, знаешь, играли, блядь, нахуй желудями, спичками, палками, ветками, а сейчас нахуй трансформеры, блядь, какие-нибудь. Да. В три хуйни превращаются, блядь. Такой. Надо, кстати, свою эту выгулять радиоуправляемую машинку. Но надо вторую, потому что одному не весело. Только если робот один, а робот... Я не помню, кстати, по-моему, моим нельзя так управлять. Блин, я не помню. Короче, один из сяомовских роботов Телес, которым управляют. ремонт, что он, типа, ну, с телефона, типа, лево-право, вперед-назад, и Ну-ну. ты просто им ездишь, как мудак. Прикольно. По-моему, у меня он не шарит в эту штуку, но мне и не надо, если честно. Разнообразнее, пожалуй, только Deathwatch, тупо суп из всех ординков. Неважно, две покрошки. Ты и тут Deathwatch, блядь, приплел. Вот молодец, я считаю. Не, ну да, да. Но мне кажется, с одной стороны, это легкая читерская ебань, потому что, к Да, примеру, со стороны правил, например. ну, правил даже, да, возможно. Легкая Но читерская ебань. если не брать правила, это как будто слабость проявленная, ну, в том плане, что, к примеру, мне, допустим, тоже нравятся там одни миниатюры из Dark Angel'ов, другие из там Blood Angel'ов и так далее. Но ты понимаешь, что, бля, чувак, ну они должны быть одного цвета, сука, это армия, блядь, типа такого. А когда ты собираешь Deathwatch, ты берешь такой, ой, бать, буду самым хитрым, соберу всех самых пиздатых в одном отряде. Вот, как мне кажется. Но, опять же, мы живем в свободной стране, блядь. Главное, детей не оставлять в коляске на этаже у Ростика. Где угодно оставлять, а на этаже нет. Да. Можно в туалете на первом оставлять, в мужском. Чтобы им показать, такой, знаешь, выходишь из туалета. И такой, хопа, и фокус показал. Да-да. Где я трогал, блядь, кого? Да-да-да. А ну, Антон, как ты вот прокомментируешь то, что я говорю насчет того, что это как будто ты собрал все самые такие сливки и все ебут себе мозги с одним и тем же орденом, а ты такой, я возьму вот этого и еще того мне заверните с собой. Что ты скажешь, а? Мне просто вот интересно, знаешь, без наезда и с уважением. Да что он скажет? Что это бэково, блядь? Как все. Не достал одну эту. Ну я понял. Да. Я еще понимаю, Deathwatch, допустим, в Kill Team. Ну, это типа, раз уж они собираются для специальных, блядь, каких-то миссий, там, чтобы... Ну реально на скирмиш похожа армия. То есть Да, для вот. маленьких этих. Чтобы въебать какого-то там генократского, блядь, лорда и прочее, это одно. А вот если типа армию прямо собирать такую большую, то как-то это уже совсем другое. Женя и еще кто-то, кто купил Дезвинг, Были прокляты. наверное, говорят, что, блядь, игра нихуя не легкая. Потому что ты идешь, и если ты играешь с бот, ну, типа, ты и еще там 3 или 4, там, или 2 или 3 уебана, с тобой твои браты терминаторы. Там немножко. Твои браты терминаторы, и, короче... Да. И, короче, если они боты, они, типа, там, по своей логике действуют. И иногда, сука, перекрывают тебе обзор, блядь, перекрывают тебе линию стрельбы, блядь, еще что-нибудь. А генокрадам похуй, они вылезают из самых интересных и неожиданных труднодоступных мест, блядь, и отрывают тебе жопу, как бы. В общем, игра нихуя не легкая. А это новый какой-то опять сделали? Ну, не Это ж новый, типа уже тот- год или полтора. потому что был же тот древний, который... Типа...
Ну, древний это Space Marines, а это именно Терминаторы Дезвинга ходят по Space Hulk. Древний был Space Hulk, самый древний. Ну, это прям настолько, а это именно... Не, был компьютерный, там где еще на этом, на... Не, ну это я вообще... Ну да, там пиздец. Именно там буквально пиксельная там, такая. года полтора назад или год он вышел, в него там эти стримили за Station. Да, давай. То есть там, блядь, походу, ебут во все отверстия, если отвлекся, душевно и бездушно одновременно. Так. Ты до сих пор чистым? Не, чуть-чуть плеснул. Так, вот и нихуя по бэку выбирал. Давайте, господа. Полуночникам наш с вами привет. Блядь. Да. Не, так, Антон, я ж не то, что подъебать тебя, просто именно... Это мое странное, скромное мнение. Не в обиду. Что-то моя детка уже летит. Да. Это, кстати, микрофон. А? Ну, если это была конфиденциальная информация, то сейчас не очень. Нет, это похуй, только что. Это, типа, во-первых, никто ничего не понял. Я же тебе говорю, у меня выработалась привычка важные какие-то конфиденциальные вещи. Причем ровно с той долей, чтобы вот тот, кто рядом, он поймет, а знаешь, дальше... у меня такая хуйня была в школе где-то класса 7 и в универе. По-моему, сейчас какой-то был 9-й. 9-й мы в Днепре учились в лицее. И там... Ну, а потом это дальше в универ еще не шло. Была относительно глуховатая бабуля, которая вела 2 литературы. О, заебись, это главное, типа... И, короче, на ней я тренировался. Ну, понятно, что ты не на первой партии для этого сидишь, а там на средних, задних, но ты говоришь, ну, голосом пониже, потому что на самом деле... Низкие частоты Низкие частоты хуёво слышно. Да, да. А женщинам, наоборот, высокие лучше слышно, потому что дети и все такое. Ну, чисто анатомически. Да. И ты, короче, все время какую-то хуйню пиздишь. Такую, что первые парты слышат. И, ну, и тренируешься, типа, знаешь, сначала не матом, как-то там вопросами, ответами, а потом, когда нащупал нужный тон и нужную громкость, ты что-то пиздишь, первые парты ха-ха, короче, а это уже ничего не слышит. Блядь. Но это потому, что, типа, она еще старая была. Ну, вот. И самый яркий момент, который я помню, мы сидим, пишем какую-то ебаную работу, прям весь 45 и 45, всю пару. Ну, то есть, тогда это 45 уроки еще были, но 9 класс, и типа, нас готовили до универа, да. И, короче, пишем какую-то хуйню, я вообще в задних рядах в этот раз сел. И на второй паре что-то все пиздец сосредоточились, там, реально, ну, знаешь, никто не пиздит, не это самое, ну, как обычно, потому что она, ну, глуховата. Там обычно переговариваются люди потихоньку, но это слышно в маленькой аудитории. И, короче, сидим, пишем, я сижу, блядь, тоже сосредоточенно. И поэтому это максимально смешно, потому что она такая сидит и неожиданно: я все слышу! Сука. Вот это беда. Я такой: беда, когда... Поздравляю! Наконец-то локатор повернулся в нашу сторону. Встань и иди, так она именно все услышала. И реально, ну эту хуйню она, конечно же, не услышала. Но, и это стало еще смешнее. Ну да, это ж, ну прикинь, потому что реально, блядь, ладно бы реально сидеть, ну это какая-то работа была, где типа, ну, там, ну, пиздеть нельзя, там, типа, то ли контрольная, то ли что, ну как всегда. Сочинение, еще какая-то хуйня. Короче, и типа реально неожиданно для всех, ну, тут, типа, я потерялся на несколько секунд, ну, типа, надо же было, блядь, сразу же наверстать упущенное. Ну. Ай, ну и тут я хуй, типа, поздравляю, как бы, и все, и тут, как бы, было бы охуенно, если бы все захлопали. Сорвало. Я думал, сорвало. Ну, никто такую хуйню, как бы, в 9 классе бы не сделал в закрытом учебном, где, блядь, ты в общаге нахуй живешь, тебя бы пиздить могут. А то я сорвал аплодисменты, когда... Вот это был просто, типа, яркий момент, потому что, ну, реально, блядь, ну, типа, серьезно, бабуля, ну... Ну, блин, а прикинь, ей паранойя, она каждый раз на урок приходит и думает: сука, это же они что-то пиздят, вот я сегодня им ответил. Я, короче, знаешь, типа, почему это для меня тогда максимально смешно было еще? Потому что, типа, я представил, как
Вот реально она ни разу нихуя до этого вообще не слышала. Ну да, да, да. И тут неожиданно посреди, блядь, нахуй занятия у нее просто наконец-то, знаешь, там отваливается серная пробка. Да фу, блядь. И типа хуяк, она такая, птички за окном. Скрипят ручки, блядь, об бумагу, там, типа, дыхание, блядь, этих. У бабушки... И такие, я все слышу, наконец-то. I believe I Знаешь, can типа, fly. реально излечилась, блядь, приложившись к телевизору, блядь, или И что. такая встает, и так и в окно выходит. Да. Я такой, ебать, это именно просто. Опасно, сурово. А потом эта хуйня у меня продолжилась уже в универе, когда ты типа аккуратненько нащупываешь границы. А ну зацени. Сначала умными вопросами, а потом полной хуйней. Опять все сдохло, да? Не закрывай. Он у меня так постоянно зависает, я его просто не закрываю и просто вот так вот сворачиваю поменьше размером и в бочину. Так, это был удачный выбор, понятно, это же самое ничего было. Ага, 6% к 100. 100 диспетчер, покажи мне. Блин, как я ебу собак. Ага. Ну, значит, видяхой прот загруженный, нормально. Что-то делать, что-то важное. Ну, скилл такой стрёмный. Можно вылететь. Ну, я не... Ну, как это сказать? Маловероятно. Я не исключаю, что именно поэтому нас двоих с Тимофеем выпиздили. Ну, типа, ни он, ни я до конца не уверены, схуяли. Точнее, не то, что не уверены. У меня, типа, вот это единственная версия, что когда-то я что-то очень громко пизданул, не рассчитав. И препод, из-за которого нас выпиздили вдвоем, это услышал. Ну, судя по тому, что ты рассказывал, это правда какая-то личная была, блядь. Ну, это какая-то личная хуйня, потому что, знаешь, как вот у кадавра тоже было, что, типа, какая-то пизда увидела, ну, типа, решила, что я чей-то брат, потому что у нас фамилия одинаковая, и, блядь, и вот эта вся хуйня, знаешь. Да, И просто запорола аттестат за счет этого, блядь, а потом ее заставили извиняться. Вот в таком духе. ну хоть, блядь, хоть так. А тут между нами было общего только то, что, типа, на общих лекциях мы, типа, ну, были рядом, садились, и, типа, мы выглядели похоже. В шляпах, в пальто, в пиджаках. Так а чё бы тогда вы пиздёли двоих, чувак бы сыграл в лотерею и выгнал бы кого-то? Нет, он нас обоих решил. Ну, так он такой, думаю, что я буду гадать, вы, блядь, выгонил обоих или что? Ну там, я не знаю, что у него не так, ну типа, ну, Явно, то есть, действительно, явно да, что-то либо не так, я блядь. пизданул, он решил, что кто-то из них Ну, я не верю в это, потому что он еблан. То есть, это не первый раз. Это был не первый, ну, типа, ну, короче, он проблемный человек, всю жизнь был. Все, ну, может, не всю, но... Поэтому стал преподавателем в Да, университете. ну, типа, сколько вот знаю я отзывов о нем, он, типа, проблемный. Дико. Поэтому я вообще не удивлен. Но до сих пор, кстати... Ладно, это уже личная хуйня, не буду. Так кажи. Не, ну да. Ну что, типа, мои родители не винят меня в том, что, типа... То есть не винят моего друга в том, что, типа... Ну, что это из-за него что-то случилось, а меня выпиздили. А там наоборот ситуация. Винят? А. И, типа, немного некрасиво, потому что мы в душе оба... Ну, я не знаю, ну, то есть, мы обычно предельно откровенны друг с другом, то есть, я, типа, честно говорю, что я не знаю. То есть, у меня есть вот эта теория, и то, что он просто ебанат. Ну, в смысле, этот препод. То, что мы оба ебанаты, это не теория, это просто факт. Но в другом смысле. А может, у него другие есть теории, там еще что-то, но у его родителей совсем, типа, другая версия, типа, и как бы их здоровье. Да. Но, типа, я думаю, что мы бы по-любому там не отмазались. Обидно, Ну, потому щас. что очень много усилий вложено.
На этом наша минута конфиденциальности подошла к концу. Так, кстати, вас вообще нихуя не слышно. А это так задумано. Да, там жизненные ситуации. Я даже не буду как бы модерировать это сообщение. Оно исчезнет, как и вся информация, которая здесь. Просто то, что было здесь, остается здесь. Да, почти как у нас здесь Вегас локальный маленький такой. Вот, типа, знаешь, вот где стол заканчивается, там Вегасу пизда уже. По крайней мере, там за порогом точно. Туалет на остановке в мире милашек. Что было в туалете на остановке в мире милашек, остается в туалете на остановке в мире милашек. Это откуда такое? Это Drown Together, нарисованное вместе. Рекомендую эту хуйню посмотреть. Прямо вот запоем, блядь, как есть. Ну, сейчас уже, по идее, все шутки будут понятны, потому что мне, блядь, когда я его смотрел первый раз, мне где-то процентов 10-15 шуток были непонятны. Но после этого прошло уже очень много лет, сейчас 2009, сейчас 10 лет прошло. Я понял всю эту хуйню. Я думал, это что новое, ну типа... Не, это древнее, ну как древнее, ну 10 лет что древнее. Это мы просто уже древние. Это да. И типа я такой, понятно. Намного смешнее, типа, намного ебанутей, но намного смешнее. Нет, выше вопрос еще был. Так, Ростик, тебе удалось победить свойства контрастов, собираться в луже и так застывать? Если да, то как? Да. Ну, на самом деле, только путем того, чтобы эти лужи не создавать. Да, смотри, они в луже все собирается, когда поверхностное натяжение жидкости не соотносится с смачиваемостью поверхности. То есть, если есть какая-то жирная, ну, грубо говоря, маслом что-то намажешь, на ней вода, блядь, будет скапливаться каплями, условно говоря. И если в нашем случае это, например, погрунтованная минька, если грунт нормальный, то на нем краска липнет без вот этой всей хуйни, без образования луж. Но контрасты, у них немного другая динамика, поэтому да. Они стремятся к тому, чтобы забиваться в щели, короче, массово, как проливки. Поэтому их надо серьезно разбавлять, на мой взгляд. Ну, не серьезно, хотя бы в 2 раза. Ну, может, в 3. Ну да, да. Плюс вот сейчас вопрос, блеск от контрастов потом матовым лаком. Именно так. Да. Именно матовым лаком или ламиан медиумом. Я не знаю, как действует вот этот контраст медиум. Он матовый или никакой? Он не меняет. Я думаю, что он никакой, потому что, блядь, после него все равно получается полублестящая гибель. Тут понимаешь, что хуйня, что этот контраст медиум, я его только для аэро юзаю, потому что если им разбавлять вот на влажной палитре контрасты, то, короче, типа, вот он еще больше способствует вот этому, да. Он более... меняет и в итоге, короче, его необходимость и целесообразность в нашем деле подвергается вообще такому сомнению, блядь. Ну, так или иначе, смотри, если ты это заливаешь в какую-то хуйню типа меха, то ты по-любому будешь... Ну, во-первых, оно типа сделает дохуя теней. Поэтому я бы этому радовался. А то, что надо типа это потом аэром, тонким слоем пройти с ламиан медиумом, это вообще не проблема. Потому что, ну, мне еще не попадались лаки, потому что я жадный уебан. Я не покупал лаки, со мной все ими делились. Я согласовывал слова в голове долго. То есть ламиан медиум самая матовая хуйня, которую я видел. То есть она за тонкий слой просто блеск в ничто превращает. Просто. Да. Хотя такое. Она нихуя не матовый лак по факту. Но матовеет просто все. От декалей до вот этой хуйни контрастовой. То есть после того, что ты покрасил, просто матовым лаком дуешь или ламиан медиумом и забываешь о том, что она блестела. Ну, конечно же, в идеале иметь аэрограф. Потому что, как мы знаем, не все нужно оставлять матовым. Да. Есть всякие оружия, там, блять, блестящие какие-то вещи, наплечники и... Ну, еще главная херня в том, что, типа, вот опять же, то, к чему мы приходим, что Games Workshop зря продает вот эти краски как инструмент для начинающих, потому что вот как раз на этой стадии все и всплывает, что тебе нужно нанести ровный слой без луж и без каких-то прогалин. Они не считают, что это проблема просто. Ну, наверное, да. Они считают, что вот ты берешь, блядь, по белой краске, красишь там синий доспех синим, не залезаешь на красные какие-нибудь тряпки, красные тряпки, ну то есть там именно аккуратность все равно важна. Да, типа, а вы что, так не умеете, то ладно. Если типа у вас с первого раза не получилось, хуй с ним. То есть там, где лужа, там очень сильно блестит, там, где не лужа, там просто поблескивает.
и типа там, где вы типа между лужей, между тряпкой и доспехом у вас нечеткая граница, потому что у вас руки из жопы, вы первый раз красите, не страшно. Они именно делают акцент на том, что Зато вы вот ваш белый, да, вот ваш белый грунт, вот ваш один слой нахуй красного, один слой синего, один слой желтого, и все, забудьте. Но в нашем случае с тобой это не годится вообще ни разу. Да. А на больших плоских поверхностях, например. Да, блядь, лак. Не, ну Антон сейчас, да, имеет в виду, наверное, это равномерность слоя. Вот равномерность слоя это, блядь, большая кисть, и это уверенные ебаные четкие мазки. Да. Много воды, и, короче, когда ты типа ее нанес, ты берешь всю кисть нахуй, вытираешь об салфетку. И лужи промакиваешь даже. Либо промакиваешь лужи, либо чуть-чуть набираешь воды и еще раз вымакиваешь, но оставляешь чистую воду. И чистой водой размазываешь то, что тебе хочется, чтобы было размазано. Либо убираешь это нахуй. То есть в сухую кисть убираешь это нахуй, опять кисть, которую ты смакнул, вытираешь об салфетку. Ну, как хуй об занавески. Да. Чтобы жена кричала во время секса. И, короче, каждый раз вымакиваешься лишнее. То есть я стараюсь не наливать лужи просто этой штукой. Да, вот и в основном, мне кажется, она дуется заебись. Вот проливки-то, ну, да, но только главное на не особо высоком давлении. Ну, вот само собой, чтобы луж не было. Ну да. Вот проливки-то типа теоретически изначально точно так же нужно было наносить, что типа ты наносишь... Дохуя убираешь. Да, потом убираешь лишнее. И только тогда у тебя проливка растекается где нужно, сосредотачивается где нужно, и ты убираешь лишнее. Ну, у меня оно так не работает, потому что, например, вот ты на наплечник наносишь, тупо берешь наплечник белый, наносишь туда серафим сепия, и оно в центре, хуй знает из-за чего, оно типа разорвет вот эту пленку. Ну, когда подсыхать особенно начнет, потом через некоторое время типа там разорвет. будет граница, из-за того, что, скорее всего, там какая-то хуйня по жирности. То есть не идеально чистый наплечник, скорее всего, или я на него посмотрел, он стал жирным, там, не знаю, сальный. еще какая-нибудь хуйня, да. Сальный взгляд сделал сальным наплечник. Сальные шуточки захуячил, вот тебе, блядь, уже и разорвалась пленочка. Про 2 пальца и что-нибудь еще пошутил, даже про 3 вот так пошутил, и все. Ну, это для умельцев про 3, для умельцев, конечно, про 3 для умельцев. Прикинь, я пьяный не смог с 4 попыток сложить второй раз, первый раз. Ну да, про поверхности А если имеются в виду большие плоские поверхности как техника, то контрасты для техники, по-моему, типа лишние. Да. Немного. Просто для техники... по, собственно, своему предназначению нахуй они там. Ну вот именно. То есть для техники, типа, у тебя все равно есть грунт, и для контрастов ты его просто меняешь под нужный. Опять же, либо белый, либо светло-серый. Что, в принципе, похуй. То есть... Для всех цветных орденов ты просто берешь грунт, блядь, базовый, и все равно проходишься хайлайтами или базовым бейс-аэрографом. То есть мне кажется, что если ее быть, то эффект будет как от простой краски, и смысл и как контраста теряется. Нет. У нее другая цветопередача, у нее другая насыщенность пигментом, у нее другая поверхностное натяжение, поэтому она нихуево так забивается в щели. Да. То есть, если ты вообще хуй хочешь положить на то, чтобы заморачиваться, ты можешь просто вот брать для белого марина, мазать его синей краской, и у него уже будут тени. А на ребрах, там, если есть хороший скульпт, как у новых интерцессоров, то на ребрах наплечника, например, уже будет голубое высветление. Да. Поэтому это разная хуйня. А если ее дуть, то действительно отчасти теряется смысл, но как бы так сказать, чтоб не обидеть. Пигмент все равно насыщеннее. То есть я когда брал, вот Женя, типа... Вот у него как у Глейза пигмент скорее, да, то есть он насыщеннее. Да, он пиздец насыщенный, да. Но из-за этого получается, что ты можешь взять от черного в белый какую-то хуйню. Вот как ты делал с мечами, я так Женя делал, типа... Он хотел посмотреть, как выглядит вот этот Warpstone Glow, или как он правильно называется. Вот этот зеленый. Да, Warp Lightning. Warp Lightning, короче, Warpstone это обычная краска. Да. Светло-зеленая. Он типа хотел посмотреть, как выглядит эта краска, если ее нанести на черный и белый. Я взял 2 рерины, блядь, сделал градиент с черного в белый просто через стену. Блядь, просто сделал градиент аэрографа и ёбнул 2 рины. 2 таких двери сделал. Да не, одна дверь, только половину. Как говорится, одно яйцо мы, короче, помажем блендомедом, а второе, блядь, обычной пастой.
И получилось, что, короче, там, где я кисточкой захуярил этим же контрастом зеленым, градиент получился, потому что черный и белый есть, на фоне этого градиент точно будет, ты хоть обосрись, блядь, он будет. Даже если ты обычной краской захуяришь, там он немножко будет. Но из-за того, что он пигмент насыщенный, но он, сука, при этом прозрачный. Ну да. Если взять задуть бейсом, там градиента от черного к белому почти не будет. Ну, особенно если он равномерный, просто вот сплошной, ты его почти не заметишь. Если... О, кстати, лагает просто пизда. Ого. Так, не, техника сразу мимо, если сказать, пехотной модели, типа, примерно, у них на сабатонах, например, места для лыж достаточно. Блять, я тебя умоляю, нахуй кому это надо? На сабатонах это, я так понимаю, на тряпках, что ли? Не, это боты. То... Сабатоны это военные ботинки, а то эти табарды. Ну да, да. Ну, табарды, но я просто не знаю, что именно называется сабатон. Ну, сабатоны это эти боты. Да блять, забей, вот, ну серьезно. То есть без аэрографии я бы хуй на это положил. То есть я у себя выводил дорожки типа бликов белым, потому что, ну нахуй, у меня есть аэрограф с 0,2 соплом. Если бы у меня не было аэрографа с 0,2 соплом, я бы наводил не блики, а типа вот здесь вот на заднике вот этой подошвы вот тут просто один сплошной блик внизу. Не вдоль ноги, блядь, а поперек. Ну, рот да. ебал. Никто эту хуйню не увидит, кроме тебя. Я вот ебался со своими этими примарисами последними 20-кой. Я именно делал, блядь, острый блик вдоль ноги, потому что ноги здоровые, вся хуйня 0,2 саппорт. Это минимально видно. Ну, на черном вообще проблема. А у него тоже армия черная, поэтому вообще хуй забей. Типа, серьезно. Так, что я нес до этого про контрасты и еще что-то про до сабатона? Не вспомним, забыли. Нужно отмотать, конечно. Да можно налить. Кстати, чем я была? Желеман флешем? Да. Сильно разбавлен, да? Ну, что-то все равно темновоско, по-моему, вышло. Не, нормально. Вот. Так это ж волки, блядь. Они должны быть бледные. Ну. Не, бледные должны быть, ну хотя высохло, да, высохло нормально. Высохло нормально. Что, когда... Я просто думал, ну, у меня, короче, еще нормально не получилось с Желеман флешем, сильно перебор. Техника сразу мимо. Я рассказывал про то, что я двери одну сторону покрыл кисточкой, а вторую аэрографом. Та сторона, где я покрыл кисточкой, там больше было, получается, и краски, и пигмента, и воды. Поэтому она... вот урины есть такие... Урины. Урин у двери Райна. Носороги, блядь. Есть такие 3 выступа, блядь. И вот вокруг этих выступов со стороны кисти образовались тени. Потому что, ну, типа, в углублениях, не в углублениях, а в углах поверхности скопилась из-за поверхностного натяжения краска. Но, так как это наносилось кистью, слой был нихуя неоднородный. И там были, ну, не видны мазки, но видно было, что он кистью покрашен. Что там несколько, ну, здесь, допустим, прошлись 3 раза кистью, а здесь 2. И он именно, видно, что это неоднородная поверхность. Ага. А на той стороне, где аэром, абсолютно идеальная, блядь, нахуй градиент, но нету теней вот в этом углублении. Да, вот. Вот это то, что поэтому я делаю 2 слоя. Один это кистью первый, второй аэром. Ты и второй аэром, а не первый, да? Ну, первый стопудово кистью, второй делаю аэром. А если наоборот? Не похуй ли? А я вот тоже думал, и вот, кстати, с этим думали как провернуть, но я пока не попробовал. Я тоже не уверен, что будет, но в принципе, в теории должно быть насрать. Ну, скорее всего, да. Точнее, даже когда ты, если ты аэром будешь во втором случае, тени будут темнее. Но смотри, ты, получается, первым слоем именно кистью, ты, как, грубо говоря, как проливкой заталкиваешь ее в углубление, и потом, поддувая аэром, ты ж можешь регулировать интенсивность слоя аэрографом, поэтому вариативность будет лучше. А если наоборот, то нет. Если наоборот, то ты сначала сделаешь хуёвые градиенты. Да. И потом, когда еще покроешь... Не, наоборот, аэром в конце. Ну смотри, первый слой... Ну смотри, первый вариант. Мы намазываем... Точнее, первый вариант. Мы задуваем аккуратно все аэром в один, равномерно. У нас получится равномерный градиент, но нет теней. Потом мы берем кисть
И добавляем, опять же, Так это как добавлять. обычная проливкой в нужные места. Нет, так это добавлять надо. А так, Да. А так получается, ты вот так мазнул все вместе, а потом аэром а уронил. аэром уже контролирует. То есть Ну тогда это надо иметь в виду, что это будет двойной слой. Ну да, вот это самая главная сложность, потому что иногда можно перезадуть так, что не видно будет вообще. Есть, А да, вот. это, И да. у аэро это все равно контролировать же проще, чем кистью. Легче, согласен. Да. Аэром надо в конце. Ну, либо если выбирать, то все ебошьте аэром. Потому что если делать технику, то лучше идеальные переходы, чем ебаные тени. Но опять же, на технике я вообще не понимаю, кто бы мог, зачем. На в технике смысле? тени нахуй естественные видны. Ну, типа да. Я не уверен, есть ли у меня ранитидин, должен быть. У меня есть жора. Алкоголизм. Выбирать не чувствую. Я уже 3 других таблетки достал. Но не то, что надо. Так, не мазал их контрастными, я про контрасты. Ну так, Коля про контрасты сейчас говорил, судя по всему. Да. На моем опыте пользования так, черного контраста на примарисе в ГВ, так, доме. В ГВ доме, Геймсворд или... Что-то я эту автозамену не понял. Жопе. В доме оно реально... И выглядит- жопе сходится по автозамене. Особенно если вот этот Т9, который старый на кнопочном телефоне, Ну-ну. да и Ж на одной кнопке, М и П на одной кнопке. Прям сам Бог велел написать жопа. Ну да, о чем и речь. Еще, кстати, очень сильно зависит от самой банки краски, потому что вот сейчас я, допустим, впервые в жизни Space Wolf Grey юзаю по волкам, то, короче, типа, блядь, как-то она не так уж контролируемо растекается, как, допустим, Таласар Blue был на Space Marine. Хуй знает, что это, почему это. На Space Marine, блядь, на ультрамаринах. В смысле, ну, я думаю, все поняли. Я еще вспомнил, что мне надо волю дохуя накрасить будет. Ой, немножко больно, потому что устал от желтых этих чертей. Ну там интересно будет покрасить Штормрейвен третий, блядь. И третий, блядь, Ландрейдер. Или четвертый уже в моей жизни, не помню. Сколько ты, кстати, Ландрейдеров ебанул? 2, по-моему. Один хаоситский, точно помню, причем хаоситский именно. Я вообще не видел, чтобы ты кому-то Да-да-да. Штормрейвен тоже. Шторм-Рейвена не было ни Не одного. было вообще ни Не. разу, да. У меня Что-то уже- слетал. У меня уже как-то. 2 нахуй. Ну у тебя бы эти, волколет был. Ну да. И эльдарских всяких хуёвин. Ну да, вот леталки единственное, что я люблю, что... В шопе. Доме шопе. Ну Эш и Д нихуя не на одной Да. кнопке, скажем честно. Вот и на волке сейчас на КН-ке лужу видно на левой. А и хуй с ним. Там все еще залез. Ну вот да, вот сейчас на левой, да. И правда видно, это вот то, что я говорил, что типа вот видишь, типа ну Да-да-да, типа, я этот. вижу. Собирается. Такую хуйню вот стоит исправлять. Только заново, да, выкрасив это все в исходный цвет, а потом кистью еще раз промазав. Но, блять, я же говорю, что Таласар Блу, допустим, для ультрамаринов, он как-то концентрированней распределялся. Ну, в смысле, равномернее Удачно. распределялся, да. А здесь, короче, что-то пока как-то так. А чем ты их хуячишь, кстати? Space Wolf Grey. Блять, у них специальный цвет. Ну да. Ёб твою мать. В этом-то и хуйня. Какой пидор. Извините. То есть это ты прям по белому вот этим ебошил? Не-не, это я сначала еще задул в Фенрисиан Грей, потому что по белому я попробовал, оно слишком сильно было. Сильно белое, да? Да. Ну, прям сегодня... Вы же ублюдки, а? Так, а шо, блядь? Ну, в смысле, ленивые. Красиво-то как получается. Ты эту хуйню просто мажешь и типа хорош. Ну да, И волки-хуёлки. Как да. драйбраш по шерсти на жопе. Отлично же. Ну, то есть, главное, чтобы не образовывались эти лужи на каких-то и правда больших там наплечниках и чем-то еще. А если даже здесь вот сейчас на патрубке вот начинает образовываться лужа, я ее беру, собираю. Если я ее проебу и она высохнет и соберется, там высохнет таки пятном, то, блядь, придется перекрашивать это
Ну или Battle Дамаг. Ну или да, или Battle Damage будет, блядь. Есть такая хуйня, как Battle Есть такая профессия. Да, Battle родину Damage делать, защищать. Людей наебывал, то есть родину защищать. Так. Тут уж, блядь, никуда не деться. А, вот У еще тебя один. 2-литника с растениями или я ебанулся? Да, у меня целая пачка с растениями. Я думал, они резиновые. Но они, ну, почти. Попробуй их. Не, ну это, видимо... Блядь, Ну, это- нет! ну. Нихуя, я не... Я ошибся. Я думал, это из-за того, что они тонкие. Бля, Да, слушай, они какой? Как китайская какая-то копия хуйни, знаешь? Ну, вот, да, реально, возможно. Ну, потому что, ну, типа, нереально не верится. Да, она прям мягенькая на зубы, если прикусить немного эту хуйню. Прикольно. Не вижу, правда, не особо смысла, да? Ну, в смысле, как у меня ее применить нет. Ну, это я достал, я специально хочу все задуть в зеленый сразу, а потом уже срезать их, ну, покрашенными. Имеет типа. смысл. Да, потому что И они как потом раз очень... увеличивать салатовость или уменьшать. Да, они типа слишком плоскостно сделанные. Так. А я именно елки-палки. как там, Two-Faced или Deathstroke, блять, полбала черным. Или Харви Дент в этом в двуличии. Да, двуликий. Нормально. Главное в кислоту ебало не совать так. Все будет хорошо. Так, уважаемые зрители, задавайте вопросы. Блять, сколько ж этой хуйни сейчас вкусится? Какой? Ну там в Питере сейчас интересная ситуация возникла. Ну как интересная, грустная, пиздец, но... Я даже не знаю, имеет смысл это говно рассказывать? Если политота, то не надо. Не, там не политота, но она немного... Если про храмы, то давай, блядь. Короче, У нас в 2 часа ночи уже, короче... СПБГУ, Санкт-Петербургский какой-то там государственный... Бля, ты про ректора этого? Да. Ну-ну. Значит, ну, есть там один, ну там, как всегда там, грубо говоря, обособим факультет исторический, остальные не знаю как. Ну это какой-то там шарашка в плане не... По-моему, там все гуманитарное. То есть вообще Ну-ну. всё. А ты именно из тех, кто ненавидит гуманитариев? Нет, да? не из тех, но в смысле, ну история, серьезно. Ну-ну. История, как Шелдон Купер, блядь, сейчас. Да. Такой, блядь. Ну да, ну типа, поставьте там Я бы даже не так сказал, вот эксперимент. история России, ну, блядь, ладно, серьезно, Да, ну, там ну, история да. совка, постсовка Да, и так далее. Такой Есть же типа- другие ну, короче, истории, ну, да. исторический факультет, там типа какой-то есть, какие-то есть же, блядь, надо чем-то приклеить. И уже там это. Я не уже знаю, добили. чем я обычно, это же как какая-то хуйня для торцовки. В общем, помимо всех там деканов-ректоров, был какой-то препод, который, типа, считается, что он сильно шарит за историю, типа, Первой мировой, и в частности за Францию и Наполеонику. Очень сильно, типа, самый, типа, там, яркий, И пиздец Наполеонику, какой-то, ну. все на него там дрочили, Ну-ну. прям все студенты в восторге, вся хуйня. И был его, походу, недоучившийся и выгнанный нахуй с вышки кекс, намного моложе, который там, типа, жестко его троллил. После этого написал книгу, которую издали там и назвал ее там «Первая научная история войны там 17-го года», которая все такое. И у них типа вот идеологическая грязня, кто из них типа петух, кто из них не прав. И кто из них у кого что спиздил. Хотя петухи оба, судя по всему. Да, в общем случае. Но, грубо говоря, они друг на друга всякую хуйню периодически там выкладывали. Первый, который работал в универе, он выкладывал все у Демьюрича. Как бы уважаемого человека. Там даже еще и это приплетено, Да, блядь. даже это приплетено, это максимально смешная хуйня потом. Ну, грустная, но смешная. Ну, максимально смешная для тех, кто в теме. И максимально грустная для тех, кто соболезнует, как бы. И вот этот кекс, получается, который работал в универе и преподавал постоянно, он типа такой эпатажный. Ему нахуй сейчас, по-моему, 63, за 60. Ну-ну. Он очень эпатажный уебан. И у него вот всю его типа карьеру были какие-то рядом крутились студентки. Ну-ну. Молодые. 18, 20 и так далее, да. И вот
в прошлом году от одной из них, типа, поступило в МВД заявление, что он ее связал, пиздил, включал утюг, подносил к лицу и говорил, что, блядь, оставит ей вот это вот все на лице и так далее, там по каким-то идеологическим или просто ебанутым соображениям, ревностным каким-то соображениям, да. Так и так. В общем, она как-то от этого отпетляла, ну, в смысле, от него. И выжила, ну, осталась живой. Прям как Полли Вонце Крекер, блядь. Но вот этому делу, заявлению, никакого хода не было дано. То есть в МВД это скипнули, в деканате это скипнули, то есть никто на это не отреагировал никак. Но чувак, который его засирал, которого выперли, и который книгу написал, чтобы потроллить, я так чувствую, ну, подозреваю, чувствую плохое выражение в текущем сеттинге 2019 года, он эту хуйню еще параллельно растиражировал, что типа вот. Полюбуйтесь вот на моральный облик, вот, бля. Да, вот что происходит, типа, и на это никто не реагирует. И типа, я вас предупреждаю, что когда-нибудь он кого-то уебет. И при этом он там рассказывал, что этот чувак там во Франции, его типа котировали за то, что он реконструктор Наполеоники. Но он там в Испании и Франции загонял там лошадь насмерть. Ну, это дорого. И лошадь это как бы не просто там животное, это, блядь, член семьи. Там, лошадь. Да, целая лошадь. А для некоторых даже жена, блядь. То есть ему перестали, он там кучу список, его, косяков этого преподавателя озвучил, все такое. Огласили весь список. И, блядь, нахуй недели 2 назад, там, или 3, не знаю, неожиданно для всех, поступил в неотложку МЧС звонок от таксиста, который проезжал мимо Следственного комитета Петербурга и увидел, что в реке человек находится, плавает. Он вызвал МЧСников там, или ментов, менты его вытащили. Оказалось, это именно этот препод. Ему помогли, все хорошо, но неожиданно они что-то решили посмотреть, что у него в рюкзаке, который рядом с ним был. А там нахуй 2 отрубленные женские руки. Блять! В ходе дальнейших разбирательств... И обе левые, блядь, нет? Нет, левая и правая, к сожалению. Ну-ну. Ты ж ссать пошел. Ну я эту историю знаю. А, ты знаешь, ну хорошо. В ходе разбирательств выяснилось, что обе эти руки и расчлененное тело в квартире этого препода принадлежит его сожительнице 24, по-моему, летней, с которой они накануне убийства поругались. То есть за 2 дня до того, как его выловили, они поругались, и он ее ёбнул. Причем во сне, как дальше установили патологоанатомы, то есть он ее ёбнул во сне 4 выстрелами из мелкашки, в которой 2 нахуй заряда. То есть в состоянии аффекта зарядить 2 патрона, нажать, еще раз зарядить 2 патрона, и так 4 раза, ну тяжело, блядь. Тяжело валить на состояние аффекта, тяжело валить там еще на что-то. На самооборону, потому что там как походу по какому-то гормону сна вы выявили, что она, блядь, спала. В это время, во время смерти. В общем, если бы этот ебанат пьяным не упал в реку, ему бы эта хуйня просто с рук сошла, потому что ноги он успел выкинуть, руки бы он вот это сейчас выкинул, следующей ходкой бы он выкинул бы голову там и так далее. Ну и дальше веселье в плане адвокат, который, блядь, приходит на «Пусть говорят» и рассказывает, что мы проверяем все версии, даже мистические, там по типу фаза Луны, короче, было затмение, чи полная Луна, я не помню. Поэтому некоторые люди могли быть к этому чувствительными, он типа ебанулся на фоне этого и так далее. То есть, знаешь, последнее, что ты хотел бы слышать от своего адвоката, который пришел на «Пусть говорят», что вы же видели его слезы, он же плакал. Блядь, да? Там такая хуйня была? Да. То есть, прикинь, адвокат эту хуйню пизданул вслух, ну, типа, бля, спасибо, не надо такой адвокат, как бы, на милость суда вся хуйня, как бы. Так а улики будут? Ну вот же они слезы животворящие. И получается, что он ее ёбнул, а на следующий день пригласил людей к себе домой,
большую 80, да, что типа он дома был в это время. Ебать, еще и, сука, с расчетом, блядь, с таким. И типа говорит, что нет, он был в состоянии аффекта, вся хуйня. Ну да, конечно, стопудово. Ой, блядь. И как бы шутка в том, что пока искали ноги, грубо говоря, этой бедной девушки, нашли еще труп в этой реке. Но типа, ну его сложно уже привязать как бы к этому черту. Но есть мнение, блядь, что это нахуй не первое. Что у него постоянное прикормленное место. Он там вот такого коропа, блядь, повезде ловил, нахуй. И, грубо говоря, достаточно забавно то, что, блядь, это нахуй напротив, сука, Центрального управления Следственного комитета Питера. Да. Это просто нахуй гений, блядь, по-моему. Я не знаю. Просто да там же все свои у него. Он думает, мира, если там примут, то там я отмажусь как раз. Фу-фу, да. Пиздец просто. А черт, которого все считали фри, ну как, знаешь, типа его поклоняются, ну в смысле иронично типа его форсит. Ну-ну. Который типа засирал этого препода. И он теперь такой, блядь, я же вам нахуй говорил, и теперь никто не смеет, ну, типа, если бы кто-то что-то решил пиздануть, что он, типа, не прав. Ну, блядь, реально, да, тут вот человек умер, ну, да. А вас нахуй в прошлом году предупреждали. Пиздец, это, конечно, хуйня, это же, блядь, преступная халатность, там вся ёбать. Так там целая цепочка, ну, там просто, если копать, там просто говна, ну, типа, немерено. Там надо уволить всех, блядь, в универе, там, половину в МВД, блядь. Так, ты говорил, что есть... Я даже не подумал, просто встал и... Да, иди бери. Ну, что увидишь, там, то бери. Чеснок. Не, колбаса. Причем реально дохуя. Что вы с ним делаете? Он лежит, я отпугиваю. Когда у меня фаза... Когда Луна входит в полную фазу, то Юленька это... Там есть колбаса, хлеб должен быть. Да. Думай, Петька, думай, ты видишь, блядь. Это что-то из Доминус, но оно уже должно быть... Не, из Доминус уже можно выкинуть, я думаю. Ладно, посмотрим. Может еще нет, может еще есть шансы. Это походу бабы. Бабы надо ходить. Так. Хлеб. А, вот все, я нашел. Огурцы там в пакете. Огурцы? Как огурцы? Соленые или так? Соленые. А внизу должны были так. Ну, обычные. Богато, в плане всякой хуйни. У меня реально не богато. Ну, блядь, исключительно питательная хуйня. Меня, кстати, знаешь, что набивает, что я, типа, достаю здоровенную где-то 2-килограммовую хуйню с курицей, размораживаю, типа, часть жарю, часть варю, и она, сука, целая сковородка вот такая набитая, ужаривается, блядь. Да. А я, блядь... твою мать. Я вот это ради того, чтобы она, блядь, в 2 раза сократилась, и ее размораживал чешек. Да, раков кормил. Ну есть, да. Ну да, думает, хули, сейчас зачем закапывать, думает, блядь. В земле только есть две новости, да? Мы нашли вашу жену. Конечно, над несмешным смеемся, но, блядь. А какая хорошая. Ну, мы 2-й раз ее закинули. Да, знаете, сколько раков будет. Тебе что-нибудь, кстати, я вот думаю, может это сыр или что за хуйня? Хлебцы? Не, это хлебцы, чувак, они давно лежат. Это чуть ли не с Дейра моего, по-моему. Я понял. Не с Дейра, но неделю. Короче, примерно. я попытался укусить, меня нахуй послали. Поэтому, пожалуй, мы с ними согласимся. Обойдемся тогда без разговоров. Блять, надо хлеб купить. Я вот это вам тогда говорил, типа, притащите тару какую-то герметичную. Так оно иногда, есть у нас там специальные шняги. Мне просто реально надо либо заморозить то, что у меня осталось, либо, блять, раздать. Потому что, ей, по-моему, 3-4 недели. Она долго очень хранится. Ты у меня очень хороший холодильник. Ты про эту? Но она не бесконечно, может, да. У меня блядь, хлеб месяц хранился, то есть, который я жевал. А ты думаешь, этому сколько, что ты сейчас хавать будешь? Примерно столько же, только у нас не очень хороший холодильник. Ничего страшного, мне уже... Ну, да. Как раз тот момент, когда мне уже похуй. Только где у вас нахуй... Ножи вот в этом шкафу. У всех остальных людей? Да. Я взял шефство над, блядь, шкафом, кухонной утварью. Ну, кстати, это относительно порядок. Ну да, потому что я там недавно наводил порядок. Ну да, кухня тут такая. Тут кухня не... все особенности, вообще нихуя не удивительно. Кухня не для едоков.
Тут только 3 нахуй Dark Imperium. Ну да, не может... Что ожидать? На одном помещении не может ютиться много Dark Imperium'ов и свежий хлеб. Иначе это превращается в магазин, блядь, варка. Ну это какая-то попса тогда Слушай, будет, он, знаешь. кстати, режет нихуево. У меня надо свой задать. Да, это я наточил на этом, на станке. Хочешь, могу и тебе У вас наточить. есть какой-то толковый станок? Ну, именно электрическая какая-то хуйня? Да, или- да. Ну, что... Ну сейчас он уже Когда спакован вы в этот, но я берешь шуруповерт, цепляешь на него специальную вот эту насадку. Ебать ты зверь. Ну да. Ну это я еще на станке ебошил, но потом я уже обновлял этим на шуруповерте. Букадавр какую-то хуйню рассказывал по... Про точилку ножей я помню, блядь. Сука, 2 часа не пиздели, блядь, про точилку ножей. Ну зато, блядь, ну согласись. Интересно же было. Ну, вот мне интересно, потому что я всегда пользовался точильным камнем. И это ебанина полная. Ну, учитывая результат, что ты сидишь, ебешься минут 15, блядь, с одним ножом, а он все равно через там 2 месяца тупится, как мразь. Ну да. Ну, то ли, ну, я одно время, вот, типа, где-то уже год после того, как или 2, как вот на лесном жил, думаю, сука, надо купить керамические ножи, чтобы их вообще никогда не точить. Угу. Но так руки не дошли. Тут он, Антон пишет, и так покормит Ростик Колю хлебушком, потом по весне тоже рак обтягать будет. Ну видишь, я так и собирался, чувак, но ты пришел на стрим как свидетель. Сука! Да, и Теперь ты следующий. И теперь хуй, блядь, теперь без раков как-то проведем это время, блядь. Блин. Что? То ли в комнате очень накурено, то ли очень странный вкус на этой хуйни. У какой? Мой крамой или что-то. У кого? Бля, Так, чувак, она может... такого чувака я не видел. В чем прикол? Я типа... Она может уже давно с ножа, стоит. типа провожу, слизываю, а вкус табака. Ну, потому что он уже, может, лежал на И это. вопрос, либо очень накурено, Ну вот, скорее всего. прикинь, насколько должно быть. Слизывая нахуй масло какое-то ебаное. Такой, как там, Мальборо Файнта? Да, да. Охуеть, блядь, просто. Больно. Ой, насколько все не смешно. Запизделся ты что-то. Запись диска. Да, да. Так, и что, я дома так охуенно шучу. Сам смеюсь. Мама казала, що у мене чувство юмора є, да? Ну, да я даже такой хуйни сказать не могу. Да, блин, я думаю, что никому из нас мама не говорила, что чувство юмора есть, потому Не, что... ну, мне периодически говорят, Хиба что маме Константина Кадавра, ну. Раньше я был типа... это, типа, самый заводной ребенок, душа компании, типа, вся хуйня. А сейчас сижу, типа, с угрюмым ебалом, типа. Я говорю, ну, типа, мне 20, сколько там, не Хуй важно. веселиться, блядь. Почти 30, блядь. Какое в пизду веселье, блядь. Вы видели налоги, вы видели цены. Коммуналочка дорожает. Да, вы видели всю хуйню, типа. Чё тут, блядь, веселиться-то, ёб твою мать. Это, знаешь, будет как этот... Пир во время чумы, когда, типа, именно, блядь, все Что хуёво. я нарубил аж 4 таких? Все хуёво, да, окей, это все хуёво, а люди бегают. Просто ты можешь не успеть. Я не хочу, пока нормально, я ж хавал недавно. Ну, перед... Я тоже недавно в 4, но это было 8, это было 6 часов назад. Я вообще пытаюсь после 6 не жрать, но... Так уже не 6, уже после 6 нормально. Ну, уже типа... Это уже до 60, Ну да, до да, 6 да. утра. Да. Что ты правильно понял, нахуй. Так. Теперь еще, короче, по одному слою на вот эти руки. Ну где же ваши ручки? Да. Которые были замотаны. Хотя тут можно не давать еще один слой, ну пускай будет, ладно. Рика и Морти уже 3 серии в Синдуковской Да. ручке. Я, правда, сегодня успел посмотреть до нее. До Синдука. А ты именно саму серию смотрел или видел, что она есть на каком-то файлообменнике? Нет, я ее посмотрел. Да? Потому что вот я, короче, 2 посмотрел, а третью типа такой, о, третья, а там, короче, сборник, короче, с ютубовского канала ебаные какого-то дебила, да, типа про, в целом, типа про сюжет Я, третьего блядь, сезона, ну, короче, хуйня, подлива. Я, блядь, с 2 сайтов зашел, первый мне сказал, отключите адблок или купите VIP.
Я говорю, пососите, мы... Сейчас вы постойте, тут я вернусь, Мне блядь. покажите серию. Ну, Угу. Открыл второй. Там нарезка. Там не, ну, первая серия рабочая, вторая рабочая, третья трейлер. ну вот, а там была, ну типа, ну там с ютуба просто Я надергано, открыл но уже все равно третью. подливо. Но там не было синдуковской озвучки, я такой, да похуй. Сейчас я вспомню, про что была серия вообще. На, Я третью еще ну, не кстати, смотрел. неплохо. Да? Ну, типа, нормально. Мне зашло. Мне зашло засирать. Это не предпоследняя, чи какая там серия с психологом была в третьем сезоне. С психологом? Ну, про Огурчика. про огурчика, а, ну, я понял, да. Так, ну теперь мы оставляем все это просыхать. А сами пытаемся не просыхать. Где там индус? Зовите, блядь, индуса, будем танцевать. И будем танцевать. Да. Вот сейчас что-то видишь, виснет, допустим, уап. О, блядь. А потому что 720. Ну, Я выставил растянуто, да, я 720. понимаю, но виснет между переходом на сцену, вот смотри, оп. Не так. Если бы вот здесь было включено вот это, о, видишь? А, это потому что он Оп. его с винта берет откуда-то. Если у тебя выключено, типа, не держать в памяти, там Ну. какая-то галочка, то он же их каждый О, раз смотри, будет смотри, вычитывать. смотри, я повис только что как этот. Я понял. Хоп. Хоботека, блядь. Дискотека клетка, блядь. Да. Магазин березка. Так. Ну все, походу с этими пускай досыхают и все. И, блядь, надо переползать к терминаторам. Ах ты пиздец. Да, они уже, блядь, чуть-чуть уже не здесь, но, блядь, где-то близенько так. Сейчас это досохнет. Я их нахуй 2 раза проверяю на то, что закрыты они или нет. Ну вот, блядь, Потому что они, во-первых, дороже, во-вторых, я уверен, что они испаряются быстрее. да. Что они намного жиже. И это реально странно, потому что у них пигмента, блядь, больше вроде как. А они гуще. Ты открываешь нахуй этот Ну тут, свежий, что там оно, контур, и он такой, знаешь, сметана, блядь. ну, так, чем больше влаги, ну, то есть вот здесь, короче, если бейс, допустим, намешанный с какой-то густой хуйней, то она может не такая летучая, может она испаряться будет дольше. А эта хуйня может, типа, она ж, видишь, она ж высыхает на миниатюре быстрее, контраст. Значит, там какая-то хуета не просто на воде, блядь. Ну да. Ну, то есть. Короче, да. Все еще тестим, грубо говоря. Да, их, сука, Просто ну, привыкаем, блядь, к тому, как она работает. да, их тестить и тестить, ну, и пока что вот первая моя предъява была в том, что, типа, они сохнут быстро, сейчас вторая предъява, что результат конечный нихуя непонятен, блядь, это всегда ебаный сюрприз. Ну да, Когда потому что, можешь. блядь, по белому красный, это Да, неожиданно для да. всех. Скажем честно. Сами, наверное, подохуели, именно намазали первый раз, знаешь, в лаборатории ГВшники, такие, Батя, что так блядь, можно. а кто-то уже тупо верующий перекрестился первый, Изыди. побежал за батюшкой, блядь, за католическим священником. Ну нахуй, ты Да, это ты видел, да, блядь, вот, типа того. Ай. Дай, мазафака, дай. Да. Так, надо, Так кстати... этот волк будет синим. А этот красным, блядь. Так, а ну, если приложить... Всем пизда. Да, и, блядь, надо бы высветлить, но... Плюс-минус немного Ну, темнее. я все равно еще пройдусь же по всему слою одинаково, чтобы Ну, объединить ебло, это. по-моему, темнее надо просто.
Да, но у него Ты вот не это... попал там в белый. Ну, тут нет, тут я специально не попадал, потому что у них очень, сука, еблеты светлые на самом деле, у всех. Но вот эта хуйня сильно темная. Коричневая. Вот у них, смотри. Я всегда как думал, что у котейки и у собачки, и у всякой хуеты, смотри, у них ебло, Ага. ну, именно эти, бакенбарды седые, бля. Я понял. Ну, пусть так. Хотя, по идее, свет по-другому распределяется. А тут именно шерсть, я так понимаю, ну... Да, блядь, тут можно всё. было и хоть тигриный хуярить. Ну, вообще, да. Ну, тут дело именно в А шерсти. че нет-то, ебать, берешь блютаком и делаешь из него полосатого кота. Да. Я не волк, я тигр, нахуй. Или зебра, тут как повезет, блядь. Зебра. Так. Это какой-то большой заказ на волков? Что они замотать успели уже? Или это просто эксперимент? Ну, для просто эксперимента это нахуй дорого и долго. Да, не, это целый, ну, это будет армейка. Прямо не совсем большая, но армейка. Если ты про миниатюры, это ж просто только одна волчья кавалерия, но еще есть тактичка волчья, еще там лорд, еще стартер примарисовский из фейсбуков. О, это трудно, да. Нет, примарисовский нет. Там 10 интерцессоров, 3 агрессора и волчий лорд, который с этим с топором такой, ну вот может хуярить. Очень странно, откуда они высадились, я не знаю. Потому что я помню, который был Kiss and Cloud, там где Генокульт и волки. Ну да, Там был это не то. Дредноут, А это ж агрессоры. один из последних, который с старт коллектинг выходил, типа Space Wolf Primaris. Там походу оно как раз. Походу. Я его вообще почти не помню. Так. Но пока что это все еще эксперимент в том плане, что сегодня нужно было примерно понять, как... Шерсть на жопе ложится. Да. Действительно, кавычки, блядь. Что? Ставил. Как теги шрифта, блядь, в HTML. Ладно. Где? А, ну да, это ж Юлькина это. Приложуха, которую они вот разрабатывали. UX Reality. Резиночки сделали. Так, это пока оставим здесь корыто, а тут я еще понял, что надо мех замахать. А мех мы замахаем Snakebite Lizer'ом, который, сука, почему-то уже перестал ровно закрываться, и это немножко прискорбно, блядь. У нас надо крышку выделить. Ну Под да, занавески. да. Да тут Я такая, сейчас въебал, получается, 2-литровый пупсик. да тут такая кавела уже насохла, сейчас я разолью его нахуй по всему этому. Пепси, не знаю, возможно. Ну, просто я приносил ее целую, а ты вряд ли ее пьешь. Не, Пепси я не. Что она имбирная. Нормально. Моргнул и не заметил. Досадно, но ладно. Надо еще и скоро. Кока-кола. А ты скажешь, получается, крепче. Да, там 36, а там 38. Ну, типа. Я думал, там под 40 чем-то. По памяти. Я одно время в Запорожье еще в 2013, по-моему, где-то брал литровые бутылки рома, они только выставились в каком-то сельпо. Очень дешево. А потом исчезли. О, рома, виски. Ну, то, что я думаю, да, что-то это, ну, думаю, ладно.
Виски был литровый, что-то довольно дешевый, я его хуячил чистым, со льдом. Все дела, как полагается. Джентльмены, вся хуйня. Да. Ходил к реке набрать этих холодных камней. Да. А потом, помню, друг мой, с которым мы жили, снимали движку, блядей начал, ну, точнее, продолжил водить, и они, блядь, что-то у меня начал вискать, правда, да? Я его Связал два факта, блядь. Тут уж в жизни всегда так. Если бляди есть, то рому, виски, вернее, нема. Ну да, ладно, познаешь, я бы делился с ним вискарем. Если бы он делился. Да. А так получилось, что типа, как бы, я пошел нахуй, а... Знаешь, прикинь, такая хуйня, цинизм такой. Чувак, я там принес виски, там это такой, да, подумал, такой, вот неудобно. Ладно, а там, блядь, Маринка лежит, там или кто-то, блядь. Да там так на один раз и получилось, что он вроде как и привел. Но, типа, как-то так вышло, что я пошел нахуй в итоге. Ну, блядь, может оно и к лучшему, это знаешь... Да, нет, сейчас-то я понимаю, что оно так к лучшему, но, во-первых, я понял несколько вещей. Есть И анекдоты. одна из них в том, что мне пора съебывать из Запорожья. Анекдоты тогда пиздатые, что типа на лекции в медицинском универе профессор говорит: итак, ребята, темой для нашей следующей лекции будет маленькая история. Однажды мы с другом полюбили одну девушку, но она выбрала его, и так я остался с носом, а мой друг остался без носа. Запишите тему лекции «Сифилис и его последствия». Да. Типа того, бля. Примерно такая хуйня и произошла. Не один к одному, но очень близко. Я более чем уверен, что действительно да. Не прям настолько фатально, как сифилис. Ну и там не то чтобы фатально, но все равно неприятно. Ну, а сифон, наверное, не лечится. Ну, он же типа не лечится, насколько я знаю. Он подавляется, типа только. Купируется как-то, что-то такое. Ну, лучше, Не конечно, хочу проверять. Да, лучше, да. Лучше об этом оставаться в святом неведении. Да. Ну, в общем, понял я, что доверять ему нет смысла больше. И... Пока хуйня. Так. Вам-то самим больше нравится от контрастов или от классической краски? Я что-то контрасты не оценил, и я их вижу скорее как дополнительный инструмент, чем как самостоятельный продукт для покраски. Правда, не исключаю вариант, что я просто рукожопый не шарю. Ну, блядь, во-первых, несколько раз что я, что Ростислав Анатольевич утверждали, что это, сука, не панацея от всей хуйни. Это просто еще один инструмент, как инки, шейды, блядь, лейеры, еще там еще какая-то хуйня. Да, вся вот эта хуйня, что вспоминается, да. Что, блядь, я прихожу, блядь, а там помимо, ну, я знал, что есть драй, шейд, еще что-то, бейс, там еще лейер, еще какая-то хуйня есть. Эйдж, блядь, краски. Да. Ёб твою мать. Я помню, так удивился, когда на видосе там или на фотке было Эйдж, типа. А, я думаю, да что за хуйня, да как так-то? Эйдж это просто обычная краска, это даже не лейер и не бейс, то есть она ну средняя должна быть. При том, что это, сука, блядь, ну... Бейс, скорее всего, да? Ну это же не драй. Не драй. И точно не драй. И точно не шейд, блядь. Ну я такой, да ёб твою мать, серьезно, там, блядь, что значит Эйдж? Да Эйджа нужна не краска, а кисточка, нахуй, ей руки не. Ну вот да, ну единственное, что, короче, там сами краски, вот просто как, когда вышли только Эйджи, они вышли в рамках 8 цветов, да, которые выпускала студия Eevee Metal, первые самые наборы были лимитными, даже типа, ну, Eevee Metal это та студия, которая красит, типа, да, вот, и они назывались Эйджи, но только потому, что для грани они применялись, потому что они очень, сука, выбеленные были. Ну, в смысле, они пастельные, типа такие яркие-яркие. Да, вот. Но теперь выпустили те же 8 AJ, которые были, в виде лейеров. И теперь еще непонятно. Да еще и дохуя всего и вот в виде разных. Ну да, начали вот. перемешиваться. Ну просто что, вот, типа вот эту штуку всю эйджевую, теперь 8 цветов, есть еще и лейеры, и теперь в них вообще как бы базы нету. Нихуя никакой нету. Ну, короче, блядь, конечно, это еще один инструмент. Ну, типа, ну, с одной стороны, действительно, какой-то новичок может прийти и все захуярить ими. Вообще никаких проблем у меня к нему вопросов не возникнет. Ну, типа, это будет совсем базовый, совсем такой трехцветный уровень. Ну, это чтобы не делать, как вот один, возможно, наш общий, не общий знакомый, который, блядь,
За один день 3 банки нахуй желтого въебал валиком, блядь. И там просто, ну что мазки видно, блядь, а вот можно этим линейкой толщину слоя мерить, блядь, а не микрометром. Это, ну ладно, потом расскажешь, Да, что это. ну типа, это хуйня именно, чтобы не было такой, ну, чтобы не было таких жестких вещей, что ты один раз его ебанул вот так вот жирно, оно жирно не застынет, потому что жидкое, но Ну сделает да. тени и эджи там, где типа острая грань, и все. И в принципе это типа приемлемо. Но если вы хотите более-менее аккуратно, более-менее там технично, конечно, это просто инструмент. Да. Ну Типа- и я вот сейчас воспринимаю все эти контрасты как еще 36 светофильтров, которые сделали за меня. Да. Вот То есть типа, короче. не надо растворять их там типа с водой и с какой-то хуйней. Ты типа их просто берешь, разбавляешь их уже с водой и там типа равномерно наносишь, например. То есть я черный когда делал, то есть когда привез из сука ебаного Берлина, ваше здоровье, черный, я первым делом типа протестил на Рейвенхардах, потому что ну а что еще делать с черным, я извиняюсь. И типа понял, что хороший вариант. То есть я им то есть я раньше тонировал, просто беру валеховский черный, разбавляю и тонирую до полного охуения. Или 0 oil, если он есть, и не белит. Не белис. Ну короче. Не выбеливает. Не выбеливает в этих Не самых. выбешивает. Не выбешивает этим же. Ну это вроде и не выбешивает, который Темплар, Black Templar. То есть им спокойно хуячишь. Но надо знать меру, надо. Ну короче, там много нюансов. В любом случае, лучше пусть будут, чем не будет. Вот Да, и всё. да. Больше хуйни хорошие и разные. Я так Счастье считаю. всем и каждому, и пусть никто не уйдет обиженный. Да. А вон он как золотой есть, этот есть. Золотая чаша, золотая. Менструальная. Так. О, наконец-то можно убрать этот ебучий коврик. Меня, сука, бесит, блять. Но на нем все очень странного цвета. Ну, не. Я вот этой штуку перевернул, а он такой, знаешь, у меня еще прорезиненный. Ага. На нем прям неудобно. Цепляешься за все. А. Оп. Так и живо. Это да. Спим да пьем, блять, сутками и литрами. Ага, да. Оп. А потому что надо все равно по руке, блять. Да не, надо на это просто было нажать, тебе что-то. А там Ну, ну, и это было тут через белая сторону. хуйня, ну сейчас бы, блять. Ну, я так пониже надо. Да, ну так тогда оно затемнит. Ну да. Не, он, смотри, он выбелит, там то и дело. Хуёво, подожди, что за бред? Ну ты ебаный шакал. Да, Он, же в том-то и должен, он дело. же должен их перебить на то, что белые становятся Ну да, да. различимы. А он, бля, его... Потому что это, походу, наверное, вколол, может это надо. ну, режим другой какой-то. Не, Ну и не, хуй не с автобаланс белого, а баланс ним. Ну, блокировка коррекции, экспо-коррекции, типа, блять. Ну да, он лок написан. Ну, типа, ладно, хуй. Ну, типа, смотри, это автоэкспозиция и автофокус лок. Да. Ну, хуй бы с ним. Блять, сколько там еще работы? Земля тебе пенопластом, я не знаю. Реально. Подбадривает, блять. Больно на эту хуйню смотреть. Больно. Честно. Ну, учитывая Я, то, что... я пока покрас вообще отодвинул, блять, так жестко. Хотя надо продолжать, но я просто жду эти. Когда мне оригиналы вернутся. Шерный формат был. Что мне примарисов третью тактичку надо, блять, обвешивать уже хоть чем-то, чтобы она отличалась, отпиливать ей ебальники. И руки, и ноги, как бы. Кругом лежать попылями руки, ноги. Блять, где эта хуйня была? Докторы, не, там где 2 доктора и тебя не толкай. Там какая-то Блядь. такая адская хуета, ну типа мало распространенная, я ее редко слышал. Там где Айболит, блядь, у Подоревянского. Да, блять, что вообще... Ты не слышал? Я её слышал несколько раз, но это типа реально ебанина какая-то жесткая. Можем поставить, но тогда микрофон выключить. Правда, не знаю, это последний. Я попробую пока найти, но я не помню, как она нахуй называется.
Не, я знаю, как ее найти. В плане я пойду себе на домашний комп. Ну, просто в папках посмотрю. Да? Резонно. Я не понял. Жить стало лучше, жить стало веселее. Теперь жить стало просто заебись. Экранную клавиатуру бы еще сегодня. У нас музыка, походу, не больше, да? Ну да, должно быть. Я не проверял, кстати, баланс звука и голоса, но раз уж что-нибудь проводится. И ты не проверял баланс звука. Да, ну я типа что-то это. Я уже визуально, в принципе. Просто по этим, по уровням, да. Я уже, ну, типа, сейчас не часто стримлю, поэтому, типа, еще проверяю, насколько, типа, хуево слышно, ну, голос, когда там минус 18, ну. Так. Пробуем вас это ценное, да. Я типа не думаю. Что-то знакомое, но не помню. Там что-то про часы, по-моему. Это ж типа про этот, про... Это же типа про... А, нету Деньку Гостника. Может, дохуя всякого. Это, короче, про чуму и про сумасшедший дом, ну, про болезни, про всякие, по-моему. Может быть, да, там где выпадение. Чё-чё? Не там, где выпадение. Не, там просто еще из действующих героев стопудово какие-то болезни он перечисляет, там что-то ебаное, типа холера, блять, еще что-то, короче. Выпадение матки, да. А, ну вот значит оно, наверное. У меня в хуйне сейчас, это другая хуйня с плотом. Триасовый период про динозавров. Блять, фурия, что это за хуйня вообще, я не помню. У меня просто скачано, типа, этот, с 96 по 2001, ну, походу, посмотрим, ничего больше не было. Так, ну понятно. Блять, что я хотел найти, я уже забыл. Давай, попытаюсь вспомнить решение. Про этого, фраза. Про какого-то чувака, что-то там это данное, да? Докторы. А, наверное, докторы это про болезни. Ну да, ты, наверное, про болезни доктора. Здесь у меня не будет, потому что у меня выставлено не здесь. Не назад. У меня типа там звук выставлен. Пограл, иначе не работает. Я. Так, адванш. Какой саунд. Он здесь бывает с нами. Докторы, блядь.
Да, это пожалуйста, короче, приходите еще после этого. Верни микрофон. Так. Ну, не страшно, но по идее ничего не смешно. От слова совсем. Когда я домой с тобой. А ты типа сегодня, ну, уже сегодня в смысле на 4? Угу. Я прикидывал, во сколько имеет смысл срубиться и на сколько положить. Поставить будильник. Нормально, я сказал, положить. Суббота в 12. Что это за хуйня? Зачем у меня будильник на субботу в 12? Че это за говно? Я просто не понимаю. Че нахуя? Во-первых, в эту субботу он не сработал, очевидно, и не встал в 12. Мне очевидно. Хуйня какая-то. А, это суббота на 12, чтобы я сестер успел заказать. Ёп. Я понял, нахуй. Хорошо. Только почему он в этот раз я нахуй положил? Интересно. Цікаво. Мы ж не в прошлую субботу. Ну, мы в позапрошлую субботу. Тусили? Да. Ну, Да, в эту да, субботу да, это она, да. блядь, была позавчера. А даже и в поза прошлую, чувак. Нет, ну в смысле, в прошлую это вот только шо, а в позапрошлую мы тусили. 9 дней назад, грубо говоря. А. Да, Ну, так. 10, походу, уже не поняли. Не суть. Какие? Да. Типа, допустим, дальше. Завтра утром нет, а что делать? Ну, а вставать ты не планируешь. Если ты в 8 планируешь только лечь, Не, ну как? то мне имеет смысл в 8 нахуй встать, чтобы успеть съебаться. Ну, просто потому что я тебя потом буду будить, хуй знал сколько, 10. Можно, кстати, сделать. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос, через сколько секунд трансляция погаснет? И на ответ у вас 5, ну ладно. Всем спокойной ночи, всё Да. такое. Будем продолжать ады садомиев в виде терминаторов 1000 сынов. В противовес волкам, неожиданно для нас. Да, тут вообще сюрприз за сюрпризом. Да, просто шутка за шуткой, как вот это вот. И педерача, то есть передача. Так, а как тут назад перейти? Давай. Проклятая трансляция. Типа все нормально, все хорошо. А, вот нашел. Так, в общем, всем спокойной ночи. Пока.